Продолжение нашей необычной карьеры за молодежную академию РБ Лейпцига. На очереди 7-й сезон. В прошлом сезоне у команды наблюдался ощутимый регресс, к тому же сам по себе сезон получился довольно-таки неубедительным, но что будет в этот раз? Какие молодые таланты окажутся в нашем Red Bull Зальцбурге? Ну и какие результаты, собственно, покажет РБ Лейпциг? Давайте смотреть. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Начну с молодых талантов, и в отличие от прошлого выпуска, здесь прям сок. 16-летний футболист стоит 5 миллионов, потом 2 миллиона, 7 миллионов, меньше 2 миллионов и самый дорогой, который стоит больше 7 миллионов. Всем им 16-17 лет, а это значит, что игра их рейтинг все равно потом убьет, это, конечно же, жаль. Из них 4 немца и 1 не немец, не знаю, где они его взяли, но у всех, что самое интересное, крутой потенциал. Ну и как же круто у них изменился рейтинг, когда они вышли на пик. Да, некоторые игроки скорее под ротацию, или может быть клуб быстро от них избавится, будет держать в резервной команде, или как, не знаю. Но вот рейтинги 85-86, вот это самое то. Причем там почти что 50 миллионов стоят игроки. Да, это, конечно же, круто. Но круто ли покажет себя РБ Лейпциг в этом сезоне? Давайте смотреть. И начинают они сразу же с победы над Юнионом Берлином 3-1. Потом с минимальным счетом переигрывает Хоффенхайм и 4-1 побеждают Вердер. Ну и очередной провал. В первом раунде Кубка Германии вылетают от Фортуны Дюссельдорф, проиграв с минимальным счетом. Причем, если я не ошибаюсь, они второй сезон подряд отлетают от той же команды и на той же стадии. Это вообще как? Да еще и потеряли очки в Бундеслиге, ничья с Аугсбургом. Но зато после победили Вольфсбург со счетом 3-0, разгромили 5-0 в гостях Фенербахче в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов. Потом 2-0 в гостях победили Гамбург и с таким же счетом, но уже дома победили Штутгарт. Во втором туре общего этапа также сумели добыть 3 очки, победа над Спортингом 3-0, и с таким же счетом победили Фрайбург. А вот Барселоне, к сожалению, проиграли со счетом 1-2. Почему-то не сумели ни разу отличиться против Кёльна, и скатали на ничью 2-2 против ливеркузенского Байера. Но матч против Баварии проиграли, но с близким счетом 2-1. В отличие от матча с лондонским Арсеналом, там просто 4 безответных гола. Еще и против Айнтрахта не удалось взять 3 очка, ничья 1-1. И проиграли с минимальным счетом Дортмундской Боруссии. Эта серия неудач закончилась победой против Бешикташа в Лиге Чемпионов 2-0. Затем Майнц 0-5 разгромили 4-0. 4-1 разгромили Санкт-Паули. Но проиграли почему-то с минимальным счетом Генту. Но с таким же минимальным счетом хотя бы удалось выиграть Боруссию Мюнхенгладбах. Ну и снова минимальный счет. В этот раз проиграли Хайденхайму. Ну и после этого произошло возвращение тех самых 5 перспективных футболистов. И возвращение получилось неудачным. Сразу минимальное поражение от Юниона Берлина. Зато получилось добыть 3 очка против Олимпика Марселя в Лиге Чемпионов. 4-1 одолели бременский Вердер, но с минимальным счетом уступили Хоффенхайму. Еще и 5-1 позорно отлетели от Вильяреала. Общий этап Лиги Чемпионов РБ Лейпциг закончил на 15-й строчке, добыв 12 очков. Не особо выдающийся результат, но главное, что есть плей-офф. Гостевая победа против Вольфсбурга 2-0. Затем разгромили Аугсбург в результативном матче 5-2 и победили со счетом 2-0 Лиссабонский Спортинг в 1/16 Лиги Чемпионов. Но как-то умудрились минимально уступить Гамбургу. Ну а в ответной игре против Спортинга снова победили уже со счетом 4-0, с общим счетом 6-0, увереннейшим образом проходит в 1/8. Еще и победили Штутгарт в гостях 2-0. Затем раскатали Фрайбург у себя дома 4-0. Ну и после всего этого мы видим нулевую ничью против Кёльна. А еще хуже дальше. 5-0 отлетели от мадридского Реала в первом матче 1/8 стадии. Ну, тут уже без шансов. Ничуть не лучше получилось против Баварии. 4 безответных гола пропустили. Еще и скатали на ничью против Байера 1-1. Но в ответке против Реала никакого сюрприза не случилось. Еще одно поражение 4-0 и с общим счетом 9-0 вылетают с Лиги Чемпионов. Опять неудача. И мадридским Реалом это не заканчивается. Ничья против Айнтрахта 1-1. С таким же счетом сыграли и против Дортмундской Боруссии. Но зато после удалось победить Майнц 0-5 со счетом 3-1. 4-0 разгромили в гостях Санкт-Паули. С трудом выиграли Боруссию Мюнхенгладбах 2-1. Ну а напоследок нулевая ничья против Хайденхайма.
Уже по результатам этих матчей было видно, что сезон РБ Лейпциг провалил. Всего лишь 5-я строчка Бундеслиги, 63 очка. А Боруссия Дортмунд в то же время, кстати, второй сезон подряд становится чемпионами. Вот это, конечно, удивительно. По забитым голам, кстати, РБ Лейпциг на 4-й строчке, и по пропущенным они тоже 4-й. А как так получилось, что они закончили 5-ми? Ну, судя по всему, теряли очки в важных матчах. В гонке бомбардиров игроки РБ Лейпцига очень плохо себя проявили. Луис Опенда выше всех, но всего лишь 14 голов. Да и по ассистам не лучше. Ян Диаманте 9 ассистов. Это в 2 раза меньше, чем первый в списке. Напомню вам, как выглядел состав РБ Лейпцига на момент начала этого сезона. А вот так вот этот состав изменился. Это просто катастрофа. Средний рейтинг команды по-прежнему остался без изменений 84. Что касается среднего рейтинга стартового состава, то он упал почти на 2. Ну а по плюсам и минусам наблюдается минус 20. Из хорошего здесь только то, что 3 игрока, прошедшие через мой Red Bull Salzburg, есть в стартовом составе этой команды. Честно, я не знаю, что произошло. Самая главная проблема это, конечно, левый фланг обороны. Я, если что, знал, что в начале сезона будут международные турниры. Я промотал в календаре этот отрезок. Я думал, что игрок просто вызван в сборную, но нет, это реально лучший левый защитник, который есть у РБ Лейпцига. 64 рейтинг. Они что, всех левых защитников распродали или как это работает? Ну это очень странно. Неудивительно то, что команда в итоге провалила этот сезон. Ну и следующий сезон они также будут начинать в этом составе. Вот это самая главная беда. Едва ли стоит ожидать хороших результатов. Они еще и будут играть в Лиге Европы. Да, 5-я строчка Бундеслиги подсвечивается зеленым кружочком, так же как 4-я, 3-я, но на самом деле это Лига Европы будет. В отличие от такого регресса и провала РБ Лейпцига, мой Red Bull Salzburg выдал наоборот очень хороший сезон. Что касается австрийской Бундеслиги, мы наконец-таки прервали чемпионский парад Рапида. Они 3 сезона подряд брали чемпионство, в этот раз мы заняли уверенную первую строчку с большим довольно-таки отрывом. Лучшая атака лиги, лучшее нападение лиги, все просто замечательно. Тот же Рапид, кстати, даже не второй, что интересно. Ну а в кубке, к сожалению, мы вылетели в 3-й стадии, то есть в полуфинале. В первой стадии прошли уверенно, во второй стадии чуть не вылетели, серия пенальти была на нашей стороне, но в полуфинале не совладали с довольно сильным местным противником, значит золотого дубля нам не видать. А вот в Еврокубках случилась довольно любопытная история. У нас были квалы к Лиге Чемпионов, но мы первый матч скатали на нулевую ничью, а второй проиграли с минимальным счетом Бохемиану. Это вообще ирландская команда, не особо сильная. Как вообще мы вот так вот вылетели? Но благодаря этому вылету мы такое сотворили. Играли в Лиге Конференций, увереннейшим образом закончили общий этап в 8-ке. Тем самым наш путь начался с 1/8 стадии, где мы Арису проиграли первый матч с минимальным счетом, но в ответке победили 3-1. Довольно близко, 3-2 общий счет, но прошли дальше. Потом в четвертьфинале одолели Стандарт в гостях со счетом 2-1, потом дома победили 4-0, то есть получается уверенный проход дальше, в полуфинале попали на Сельту, переиграли их 3-0, причем в обоих матчах, и добрались аж до финала, где нам предстояло сразиться с Базелем. Но, к сожалению, матч закончился ничей 1-1, и по серии пенальти 5-3 мы все-таки не сумели выиграть наш первый Еврокубок в этой карьере. Но все равно путь проделан был довольно хороший. Ну, хоть в какой-то команды из этих двух получился добротный сезон. Ну а мы будем надеяться дальше на прогресс РБ Лейпцига. Правда, что-то в последнее время больше идет к регрессу, но я думаю, они точно купят какого-то левого защитника, и все будет нормально. Опять же, я вернул молодых талантов в состав, но почему-то они куда-то пропали, вот почему их нету в старте. Ну, видимо, в ротации, видимо, неподходящие позиции. Ну, короче, это вам уже хорошо знакомо по предыдущим выпускам. Получится ли 8-й сезон для РБ Лейпцига удивительным? Это мы узнаем в следующем выпуске. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующем выпуске.